Кому реально принадлежат заслуги в музыке? Ну, что за дурацкий вопрос? Очевидно, что музыкантам. Это многие скажут и будут, в общем, правы. Музыкальные продюсеры с этим спорить не будут. У них в этот момент будет более интересное занятие, чем споры. Это подсчет денег. Сегодня мы поговорим о том, кто и зачем придумал рок-н-ролл, а вместе с ним и плюс-минус всю популярную музыку, какой мы ее знаем. А также о том, какую роль в этом сыграли финансовые и политические моменты, к, собственно, музыке, не имевшие ни малейшего отношения. Начнем с одного показательного эпизода. В 1956 году молодой блондин из Нэшвилла выпустил сингл «Тути Фрути», песню, которая сегодня считается главным треком раннего рок-н-ролла. Блондина звали Пэт Бун, и он вообще ничем не напоминал рок-героев. Приличный семьянин, отец 4 девочек. Интервью он давал практически про то, как важно мыть руки перед едой, чистить зубы по утрам и слушать маму с папой. Публика поражалась, как это такой скромный мальчик мог придумать такую дикую песню. Но объяснялось все очень просто. Он ее не придумывал. «Тути Фрути» написал чернокожий пианист Ричард Уэйн Пенниман, известный теперь всему миру как Литл Ричард. Афроамериканец и обаятельный хулиган. В 1955 году он спел «Тути Фрути» ради прикола во время записи на студии Specialty Records. Все понимали, это хит. Но чтобы ставить песню на радио, нужно было, чтобы ее спел приличный белый исполнитель. Считалось, что иначе коммерческого успеха можно не ждать. 1950-е годы в США были временем контрастов. С одной стороны, шла холодная война с Советским Союзом, и никто не исключал, что вскоре она может перерасти в открытый конфликт с применением ядерного оружия. Легендарный сенатор Маккарти вовсю охотился на скрытых коммунистов и вообще на всех, кто давал повод заподозрить себя в симпатиях к социализму. С другой стороны, жизнь была невероятно комфортная. Послевоенная Америка переживала бум, рост благосостояния. Именно в эту эпоху сформировался канонический образ патриархальной американской мечты. Рядом с белым домиком в пригороде припаркованы 2 новых сверкающих машины. Отец семейства читает газету после работы. Жена-домохозяйка делает ему сэндвич. 2 румяных детей играют на зеленой лужайке у дома, ну и так далее. Вы все это видели много-много раз. Характерно, что все участники этого земного рая почти сразу начали скучать и тяготиться происходящим. Подробно мы на этом останавливаться не будем. Тут можно посмотреть любой фильм или сериал про американские 50-е. Нас здесь интересуют подростки, у которых впервые в истории появилось не только свободное время, но и карманные деньги. Подростки чувствовали, что в слащавых поп-хитах из кинофильмов 40-х им что-то не хватает. С другой стороны, если знать, где искать, можно было услышать и совсем другую музыку. Музыку афроамериканцев, которую крутили для своих, и которая казалась окном в какой-то другой мир, более живой, увлекательный и полный запретных удовольствий. В Америке того периода еще существовала жесткая сегрегация между черными и белыми. Речь не только о жизни в разных районах. Разделение школ начали отменять только в 1954-м. А разделять или не разделять места в автобусах – это была больная тема аж до начала 60-х. Культура у афроамериканцев тоже была своя, и с точки зрения молодежи она была поинтереснее белой. Уже в конце 40-х по черному радио можно было услышать грязный чикагский блюз с постоянными намеками на запретные темы. Мажорный свинг Каунта Бейси, прыгающий блюз саксофониста Луиса Джордана и мощные блюзовые госпелы сестры Розетты Тарп, игравшей негритянскую духовную музыку на электрогитаре, инструменте, который музыканты только-только начали для себя открывать. Прошла всего пара лет, и на черных волнах стали крутить песни, которые позже будут названы первыми рок-н-ролльными хитами. The Fat Man, Фэтса Домино, Rocket 88, Джеки Брэнстона и так далее. Примечательно, что сами музыканты не считали, что играют какой-то там новый рок-н-ролл. Тот же Фэтс так и говорил. То, что сейчас называют рок-н-роллом, это же ритм энд блюз. Я этот ритм энд блюз у себя в Новом Орлеане 15 лет уже играю. Афроамериканские музыканты исполняли не только блюзы. Иногда они экспериментировали с кантри, и это выглядело вызывающе. В 50-х все еще считалось, что эти стили нельзя соединять. Блюз для черных, а кантри для белых.
Но некоторые пробовали. Например, молодой Чак Берри, классический хулиган из «Черного квартала», который еще до совершеннолетия отсидел в тюрьме за вооруженное ограбление магазина, а потом вышел, женился и устроился на работу на автозавод. По вечерам он играл в клубах Сент-Луиса и одним из первых в городе взялся за электрогитару. Все эти люди играли свой любимый ритм-н-блюз и вовсе не собирались делать свою музыку мегапопулярной у белых. Это сделали 3 человека, которые музыкой, конечно, интересовались, но гораздо больше они любили деньги. Лео Минц, Алану Фрид и Сэм Филлипс. Минц работал в армейском магазине, который располагался на окраине Кливленда, недалеко от афроамериканского квартала. В какой-то момент ему стало интересно, как устроен бизнес музыкальных автоматов в черных клубах. В частности, насколько часто меняют пластинки и куда их девают. Оказалось, что использованные записи просто пылятся на складах. Тогда Минц решил открыть небольшой необычный бизнес. Музыкальный магазин «Рекорд Рандеву», где продавал по дешевке списанные пластинки из автоматов. Именно Минц придумал привычные нам музыкальные магазины. Стал выкладывать пластинки в коробках в зале, чтобы покупатели могли просматривать их сами, а не просить у продавца по названию. Еще он поставил в торговом зале кабины для прослушивания и поощрял рекламные выступления артистов в магазинах. В начале 50-х он, к своему удивлению, обнаружил, что в магазин с преимущественно черной музыкой начали активно ходить белые подростки. Они с увлечением разглядывали пластинки, слушали их, но почти никогда не покупали, потому что приносить домой такое было стыдно. Это, очевидно, новый рынок. И этот рынок захотелось освоить. И Минц пошел к своему другу Алану Фриду, радиоведущему, а тот к директору радио WJW. Начальство он уговорил дать ему эфирное время под новую еженедельную программу, посвященную музыке, основанной на ритм-н-блюзе. Специально для этого Алан придумал себе псевдоним «Лунный пес», а передачу назвал «Moondog's Rock'n'Roll Party». Часто говорят, что именно Алан Фрид придумал термин «рок-н-ролл». Но это не так. Исследователи нашли десятки ритм-н-блюзов и госпелов 30-х, 40-х, в названиях или в текстах которых так или иначе обыграно было это словосочетание. В конце 40-х в черных кварталах его знали все. От портовых грузчиков до великой Эллы Фицджеральд, которая в 1937 году спела «Won't you satisfy my soul with the rock and roll?», но зато именно Фрид принес термин на радио. Вообще он был человеком самоуверенным и по-хорошему наглым. В марте 52-го он организовал в Кливленде якобы первый рок-н-ролльный концерт в истории. Шоу носило торжественное название «Коронационный бал лунного пса» и больше напоминало скандальный перформанс. Лайнап был довольно странным. Никого из рок-н-ролльных звезд 50-х, которые сейчас на слуху, типа там Чак Берри или Литл Ричард, там не было. Тем не менее, солд-аут был полный, а ушлые местные напечатали и продали еще кучу поддельных билетов. На небольшом стадионе Кливленд-Арена собралось в итоге 20 тысяч человек, и еще 5 тысяч пытались втиснуться снаружи. Они выломали окна и двери стадиона, и полиции пришлось закрыть концерт примерно через час после начала. Власти пытались предотвратить возможные беспорядки и жертвы, но хитрый Алан Фрид немедленно заявил: государство пытается запретить молодежи слушать новую музыку. После этого Фрид переехал со своей передачей в Нью-Йорк. Вскоре к нему явились 2 полицейских и вручили ему повестку в суд. Прямо в эфире. Государство обвиняло лунного пса в том, что он давал взятки другим диджеям, чтобы они крутили рок-н-ролльные записи. Так красиво закончилась его недолгая карьера. Чуть раньше в Мемфисе другой радиоведущий Сэм Филлипс решил открыть свой маленький, но, как в будущем окажется, невероятно важный для рок-н-ролла бизнес – звукозаписывающую студию. В то время все звукозаписывающие студии принадлежали музыкальным лейблам, и туда нельзя было просто взять и прийти с улицы. Бизнес-идеей Филлипса было создать открытую студию, чтобы любой начинающий музыкант мог в ней записаться. В 1952 году он открыл Sun Records и первым записал, только вслушайтесь в эти
эти фамилии: Биби Кинга, Джонни Кэша, Джерри Ли Льюиса и Роя Орбисона. Филлипс искренне ценил ритм-н-блюз, хотя сам был человеком от жизни афроамериканского гетто максимально далеким. Он искренне верил, что, записывая афроамериканских музыкантов, большинство из которых сейчас практически забыты, он делает благое дело. В 1951-м Филлипс добился успеха, записав и спродюсировав песню «Rocket 88», спетую Джеки Брэнстоном. В этой записи впервые появляется рок-н-ролльный перегруз. По дороге в студию группа повредила усилитель, поэтому при воспроизведении музыки он издавал странный тяжелый звук. Филлипс пришел в восторг и сказал: «Парни, давайте так и записываться». Конечно, как любой продюсер, он мечтал найти свою звезду, которая, если повезет, принесет ему кучу денег. По условиям того времени ему требовался белый парень, который умеет петь и танцевать, но, что важно, как черный. Желательно еще нужна была приятная внешность, чтобы лицо можно было печатать на обложках и показывать по телевизору. Это было важно. В 1948 году телевизор имелся менее чем у 2% американских семей, а к 1955 уже 2/3 американских семей имели телевизор. В прайм-тайм в те годы доминировали музыкальные программы. Поскольку у большинства телезрителей было всего 3-4 канала, аудитория этих шоу была огромной. Телевизионное вещание стало лучшим способом продать пластинку. Но на телевидении, в отличие от радио, этническая принадлежность исполнителя была очевидна. Показывать афроамериканцев по ТВ не хотели. Черной музыке требовалось белое лицо. Друзья, я держу в руках новый номер журнала «Чтиво». Мы посвятили его рекордам и начали с простого вопроса. А почему вообще нам хочется быть быстрее, выше и лучше остальных? На протяжении всей истории люди состязались друг с другом. Началось все с попытки выяснить, кто быстрее бегает, а дошло до чемпионата по поеданию хот-догов на скорость или соревнований в покорении космоса. Компании стараются продать больше, чем конкуренты. Блогеры бьются за количество подписчиков. Музыканты хвастают местами в хит-парадах. Писатели — тиражами. Рекорды бывают очень разными. И мы постарались не обойти вниманием ни одну из этих областей. На обложке номера, пожалуй, главный рекордсмен этого года Александр Овечкин. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ в регулярных чемпионатах. Мы посвятили ему большой материал с комментариями тех, кто встречался ему на профессиональном пути. От Вячеслава Фетисова до Владислава Третьяка, который написал нам колонку. Еще я записал большое интервью с Александром Бубликом. Мы поговорили о том, как простой парень из Гатчины смог стать одним из самых заметных теннисистов мира. Глобально этот номер — разговор о том, как рекорды двигают вперед экономику, культуру и общество в целом. И о том вообще, на что люди готовы ради того, чтобы вписать свое имя в историю. Номер доступен для предзаказа по ссылке в описании. Первым таким лицом стал Билл Хейли, который в 1954 году с подачи продюсера Дэйва Миллера перепел сначала «Rocket 88», а потом песни Биг Джо Тернера и Каунта Бейси. Надо сказать, что за авторскими правами тогда почти не следили, и зачастую черные исполнители за эти перепетые хиты не получали ничего, что сейчас дает повод обвинять белых продюсеров и музыкантов в заговоре. 2 года спустя, после Хейли, уже упоминавшийся Пэт Бун перепел Фэтса Домино и Литл Ричарда. Сам он был молодым учителем английского языка, который изначально пришел на лейбл, попеть баллады, и был откровенно шокирован предложением попробовать себя в афроамериканской музыке. Голос и манеры у него были 100% белые, но как раз за счет этого он принес в материал респектабельность. По сравнению с экспериментами Литл Ричарда и его коллег, Хейли и Бун не делали ничего новаторского, зато они считались приличными белыми, которых не стыдно было поставить в ротацию. Когда песня Хейли «Rock Around the Clock» 8 недель продержалась в лидерах хит-парада издания Billboard, ее задним числом назвали первым рок-н-ролльным хитом, а рождение рок-н-ролла постфактум утвердили в 1955 году. Хейли был опытным музыкантом, но ему недоставало стиля. Он выглядел как обычный сельский мужик, играющий кантри.
Дурацкая прическа с навязчивым искусственным локоном, клетчатая рубашка. К тому же в начале 50-х ему уже стукнул тридцатник, и он не тянул на кумира молодежи. Молодой и яркий Элвис Пресли легко его затмил. Миру очень повезло, что семья Пресли была бедной, и на 11-летие ему подарили гитару. Он вообще-то хотел велосипед, но на такую роскошь у родителей денег не было. Пресли жил в бедном городишке в штате Миссисипи, и после школы Элвис просто слонялся с гитарой по округе и смотрел, как черные ребята играют блюз, а черных в этих местах всегда было много. В 1953 году Элвису исполнилось 18 лет. Он пришел на Sun Records к Сэму Филлипсу, чтобы записать песню и подарить диск маме. Филлипс оставил себе копию его записи, пометив карандашом: «Хороший исполнитель баллад. Подождем». Год спустя Филлипс снова пригласил Пресли, потому что хотел записать с ним новую балладу. Он позвал двух музыкантов и предложил Элвису репертуар. 3 часа подряд они играли разные баллады и песни в стиле кантри. Элвис пел, и все было из рук вон плохо. А потом, уже вымотанные до предела, они решили попробовать старый ритм-блюзовый хит «That's All Right», тоже афроамериканский. И вот эта запись уже вышла хорошей. На вторую сторону пластинки поставили кавер-версию «Blue Moon of Kentucky». Пластинку отдали в ротацию на радио, но успех она имела средний. Через 2 года Сэм Филлипс, который уже здорово выгорел, безуспешно пытаясь продюсировать разных неудачных исполнителей, продал контракт с Элвисом Пресли другой, более крупной компании, а сам ушел в творческий отпуск. Заработанные на рок-н-ролле деньги он вложил в сеть отелей Holiday Inn, став одним из первых ее инвесторов. А в 1956 году Элвис Пресли выпустил свой первый альбом, полностью состоявший из каверов других исполнителей. Сердцем его были 3 афроамериканские песни: каверы Литл Ричарда, Рэя Чарльза и The Drifters. Альбом 10 недель продержался на первом месте чартов. Так началась эпоха рок-н-ролла, которую мы знаем. Но это уже совсем другая история.